Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня я расскажу вам о том, как можно укоренить букет роз, которые начали вянуть и уже жалко выбросить. Это все аналогично работе с черенками винограда. Здесь немножко все похоже. Разница лишь в том, что розы уже отцвели и немножко привяли. Значит, для того, чтобы попробовать укоренить розы, которые вам понравились, желательно брать розы местных сортов, не голландские, не импортные, потому что там много химии и они попросту не укоренятся. Я использую розы, которые мы купили на базаре. На подарок вот они постояли 3 дня, начали потихонечку вять. Попробуем их укоренить. Жене не понравились. Что же нам для этого понадобится? Нам понадобятся розы, которые слегка подвяли. Второй букет у нас уже больше подвял. Попробуем тоже их укоренить, может быть получится. Понадобится секатор, острый нож. Я использую строительный нож. Главное, чтобы он был чистый и острый. Также нужно будет корневин, садовый вар и чистая отстоянная вода. Но не кипяченая, а желательно, чтобы она была отстоянная или родниковая, еще лучше будет. В прошлом видео рассказывал о том, как укоренять черенки винограда, как их сажать. В этом попробуем разобраться, как же садить все-таки розы. Итак, приступим. Для того, чтобы сделать черенок розы, который нам понадобится, берется центральная часть розы, так как часть, которая была внизу, уже очень старая, а здесь возле цветка очень тонко. Необходимо брать черенки длиной 15-25 сантиметров, которые имеют не меньше 3 почек. Значит, здесь у нас есть 1, 2, 3, 4. Ну, эти 4 почки нам подойдут. Для того, чтобы обрезать этот черенок, здесь видно, что колючек нет. Отламываем нижний лист. Затем под углом 45 градусов делаем срез непосредственно под нижней почкой. Вот. Почему под 45 градусов? Потому что чем больше поверхность среза, тем больше будет площадь укоренения. И 1, 2, 3, 4. 4 почки отсчитываем и обрезаем на расстоянии 1 сантиметра от верхней почки. Затем необходимо удалить листья. Также мы удаляем 2 нижние почки будут без листьев, а верхняя часть удаляем половину. То есть оставляем примерно по 2 листика. Так как черенок будет на солнце у нас проращиваться, поэтому необходимо сделать так. Затем берем садовый вар и небольшим количеством его замазываем верхний срез черенка, для того, чтобы влага лишняя, не лишняя вообще влага, не покидала его и он не засох. Так я сделаю со всеми розами. Вот готовый черенок. Теперь его необходимо отстоять в корневине. Многие говорят, что корневин вроде бы ничего не помогает, лишнее, неинтересно. Ну, желательно, конечно, нам лучший результат, поэтому я этим делом не пренебрегаю. И в течение суток, 12-24 часов, необходимо произвести его вымачивание
в этом растворе корневина. Для того, чтобы развести в корневине, я использую, здесь есть мерная ложечка. Вообще необходима 1 мерная ложечка на 5 литров воды, для того, чтобы этого дела хватило. Здесь в нашей емкости 1,5 литра воды, то есть необходимо 1/5, 1/4 часть ложечки, совсем немножко, и размешиваем его до полного растворения. Также можно использовать ложку меда на 10 литров воды, ложку столовую. Тоже дает хороший результат. После того, как корневин растворился, опускаем в него черенок и ждем сутки, пока черенки наши не настоятся в корневине. А дальше продолжим посадку его в горшочки. После того, как прошли сутки с момента замачивания наших черенков розы, приступим к посадке в землю. Для того, чтобы посадить в землю, нам понадобится сделать самодельный горшочек. Я использую для этих целей литр 25 емкостную баклажку из-под пива. Затем берется баклажка побольше, 2 или 1,5 литровая, и начинаем делать горшок. Это то же самое, что я показывал в прошлом видео о винограде. Срезаем вверх острым ножом. У нас получился такой хороший стаканчик. В нижней части, там где находятся ножки, делаем на каждой ножке отверстие, слегка проворачивая нож, чтобы получилось более большие отверстия и лишняя влага не застаивалась в стаканчике. Затем берем баклажку большей емкости и на расстоянии 3-5 сантиметров срезаем низ баклажки по кругу, также острым ножом. Получается своеобразный поддончик. Помещая стакан в поддон, вот наш готовый комплект для посадки черенка. Приступим к работе. Значит, для того, чтобы посадить черенок, вот он, в новый наш стаканчик необходимо насыпать небольшой дренаж, около сантиметра, 2 сантиметров на дно. Я для этого использую обычный речной песок и путем насыпания его на дно. Вот он заполнил нижнюю часть. Теперь можно приступить к насыпанию земли. Землю я использую покупную, универсальную, для рассады. Удобрения использовать на первом этапе не рекомендуется, потому что еще не укорененный черенок, поэтому можно просто обжечь его и не будет происходить качественное укоренение. Насыпаем землю почти до верха стакана. Таким образом, вот у нас немножечко притрамбовываем и
После того, как земля насыпана, аккуратненько по центру помещаем черенок до листочка, который, то есть 2 почки у нас погрузились в землю, и сверху осталось 3 почки. После того, как посажена роза в землю, необходимо ее полить. Для этих целей также можно использовать раствор корневина, который остался у нас после вымачивания. В небольшом количестве, примерно около 150-100 грамм воды. Это нужно для того, чтобы земля хорошо притрамбовалась и определиться с конечной посадкой черенка в землю. Вот он уже у нас стал на место. Получился вот такой черенок. Теперь необходимо поставить его в наш поддончик, и для того, чтобы черенок укоренился, нужно сделать маленькую микротепличку. Для этих целей используется либо обычный пакет целлофановый, которым обвязывается верхняя часть горшочка, либо можно использовать, опять же, баклажки любых размеров. В частности, можно взять 2-литровую баклажку и сверху опустить на наш черенок. Предварительно срезав нижнюю часть, которую мы используем для поддона. Вот у меня вторая баклажка есть. Нижняя часть идет для поддона горшка, а верхняя часть пойдет используется для создания микротеплицы. Наклейки и прочие элементы с баклажки нужно снять для того, чтобы свет мог свободно проходить через баклажку. После этого сверху накрывается черенок и ждем укоренения. Желательно, чтобы плотненько оно надевалось для лучшей сохранности влаги. В нашем случае вот так получилось. Ну, я посмотрю, в частности, можно будет или использовать пакет, или как будет держать влагу. Если будет это хватать, то можно больше ничего не делать. Периодически поливать где-то раз в пару дней, в 2-3 дня даже, землю, для того, чтобы постоянно здесь под парничком была влага. Если будет баклажка запотевшая, значит влажность здесь соответствующая, и происходит укоренение черенка. Ставить эту емкость необходимо на солнечную сторону окна, но там, где солнце не целый день, а хотя бы полдня, для того, чтобы не было слишком большой температуры и не произошло просто-напросто запекание черенка в этой баклажке. В течение 20 дней, 30, произойдет укоренение черенка. Если все пойдет хорошо, появятся новые листики, могут быть даже новые плоды, но новые розы нужно будет цветки обрезать для того, чтобы она хорошо укоренилась. И после того, как она укоренится, можно будет снять верхнюю часть, потихонечку приучать ее к солнечному свету улицы, выносить для закалки, и затем посадить где-то в конце июля в землю, потому что у нас сегодня на улице уже июнь, может быть немножечко поздно. Конечно, можно было посадить этот черенок сразу на улицу, в зависимости от того, какая у вас почва, легкая или тяжелая, перемешивая
перекапывая почву один к одному с землей. И это должно быть какое-нибудь тоже дерево. Дерево рядом должно находиться или другое укрытие, чтобы не было постоянного солнца, которое спечет черенок. Вот так вот мы садим. Некоторые садят еще картошку. Но я это еще не пробовал, буду в будущем пробовать с новыми букетами. Так что делайте так, как вы умеете, как я вам посоветовал. Может быть, у вас есть какие-то пожелания, предложения. Пишите свои замечания, комментарии. Подписывайтесь на наш канал Дело мастера боится. Всем пока!